Привет, ребята! Сегодня я поделюсь с вами своим опытом оснащения хоббийной столярной мастерской. Эта тема будет иметь две части. В первой части мы рассмотрим наиболее приемлемые варианты приобретения станочного оборудования и электроинструмента, исходя из различных ценовых категорий. Вторая часть будет посвящена выбору ручного столярного инструмента. Сразу оговорюсь, что я не претендую на истину в последней инстанции, а лишь высказываю собственные соображения, исходя из полученного мной опыта и собственных предпочтений. Станочный парк подбирать следует, исходя из своих финансовых возможностей и размера помещения. Говорить о поставленных задачах я не стану, так как все задачи у столяров схожие. А мы говорим о современной классической столярке. Другие виды деревообработки и промышленное изготовление мебели тоже в расчет не принимаются. Также я сознательно опускаю станки двойного назначения и так называемые многофункциональные станки. Практика показала, что это напрасная трата денег. Итак, рассмотрим самые необходимые в хоббийной столярке станки в порядке их значимости и востребованности. Фуговальный станок. Не путайте этот станок с ручным фуганком. Данный станок я поставил на первое место именно потому, что без него практически невозможно обойтись. Можно, конечно, но это будет пляски с бубном. Я сам несколько лет обходился без фуговального станка и вздохнул свободно только тогда, когда он у меня появился. Этот станок создает базовые поверхности на заготовках, от которых будет осуществляться вся дальнейшая ваша работа. Без ровных базовых поверхностей невозможно ожидать нормального результата и качества ваших столярных изделий. Оптимальным вариантом является приобретение нового или бэушного станка, который бы мог разместиться в вашей мастерской без особых проблем. Большие громоздкие агрегаты покупать бессмысленно, если вы не собираетесь, конечно, заниматься постоянным производством столярных изделий большого размера. Есть два варианта фуговальных станков, подходящих под наши задачи. Стационарный напольный станок на тумбе или подставке. Это станки с недлинными столами до 1,5 метров и шириной до 150 мм. Пожалуй, это самый лучший вариант для хоббийной мастерской. Практически все производители станочного оборудования для деревообработки предлагают подобные модели. Ничего советовать не буду, выбирайте сами, исходя из своих предпочтений. Для тех, кому стационарный фуговальный станок не по карману, существует альтернативный вариант – настольный фуговальный станок. Такие станки менее удобны, чем стационарные, но вполне успешно справляются с поставленными задачами. Минусами подобных агрегатов, кроме их размеров, является то, что все они оснащены двигателями коллекторного типа. Также можно использовать перевернутый электрорубанок на станине или самодельный фуговальный станок. Но эти варианты можно использовать уже совсем от безнадеги. Циркулярный станок. Этот станок еще называют круглопильным. Это второй по значимости станок в любой столярной мастерской. Как и в первом случае, здесь существует несколько ценовых категорий. Стационарный циркулярный станок – это лучшее решение для тех, у кого с финансами нет никаких затруднений. Такие станки позиционируются как профессиональные и позволяют выполнять большинство столярных операций с минимальными усилиями и минимальной затратой времени. Такие циркулярки, как правило, оснащены чугунными столами и пильным узлом, позволяющим наклонять пильный диск под углом 45 градусов, а также опускать его на нужную глубину относительно поверхности стола. Второй вариант подойдет тем, чьи финансы ограничены. Это так называемые настольные циркулярные пилы. Такие станки позиционируются как строительные и отличаются от стационарных циркулярок весьма значительно. Помимо щеточного двигателя, такие пилы имеют менее жесткую конструкцию со столами из легких сплавов, геометрия которых часто оставляет желать лучшего. Конструкция параллельного упора у таких станков тоже бывает не идеальная. Из моделей, которые хорошо зарекомендовали себя среди столяров-любителей, я могу выделить такой станок, как Makita 2704 американского производства, DeWalt различных моделей и более бюджетную пилу Black & Decker BESS 720. Эти станки хорошо зарекомендовали себя в работе, и их стоимость значительно ниже станков из первой категории. Третий вариант, с которого я и сам начинал, представляет собой самодельный распиловочный станок.
Для его создания вам понадобится лишь небольшая сумма денег, на которую нужно будет купить ручную циркулярную пилу с максимально большим диском и максимальной мощностью. Далее покупается фанера, лучше ламинированная. И при помощи все той же ручной циркулярки вы за пару дней без особого труда соберете себе циркулярный станок. Практика показывает, что такие станки могут работать ничуть не хуже стационарных или настольных, но у них есть существенные недостатки. Самая простая самодельная конструкция не предусматривает наклона пильного диска, а изготовить узел наклона своими руками для новичка будет весьма затруднительно. Фанера при всей своей стабильности может со временем деформироваться, и поверхность стола будет неровной. Изготовление качественного параллельного упора тоже задача весьма непростая. Поэтому для большинства начинающих столяров лучшим выбором, по моему мнению, является покупка настольного циркулярного станка, нового или бывшего в употреблении. Рейсмусовый станок. Третьим по значимости для столяра я бы поставил рейсмусовый станок, не путать с разметочным рейсмусом. Этот станок предназначен для калибрования заготовок по толщине и ширине. Без него тоже можно обойтись, но это будет сопряжено с очень большими потерями времени и усилий. Рейсмусовые станки чаще всего используются в настольном варианте. Стационарные модели весьма дороги, и их покупают обычно профессионалы, занимающиеся изготовлением мебели на заказ. Бытовых рейсмусовых станков существует довольно много, и выбор обусловлен не столь качеством, сколь ценой агрегата. Существенных отличий между моделями этих станков очень немного, и в своем выборе следует руководствоваться исключительно бюджетом. Сверлильный станок. Сложно сказать, почему я поставил сверлильный станок на 4-ю строчку своего списка. Ведь этот станок появился в моей мастерской одним из первых. Наверное, это обусловлено тем, что операции по сверлению не являются базовыми в деревообработке. Многие начинающие столяры обходятся на первых порах электродрелью, закрепленной в стойке. Такой вариант уступает сверлильному станку, но вполне годится на первое время. К сожалению, большинство бытовых сверлильных станков нижнего и среднего ценового сегментов оставляют желать лучшего в плане качества и надежности. Самым слабым местом подобных агрегатов является сама конструкция станка, не имеющая необходимой жесткости. Да и вес бытовых сверлильников слишком мал. Вибрации и прогиб стола – это нормальное явление для маломощных сверлильных станков. Впрочем, все вышеперечисленное не мешает мне лично успешно выполнять задачи по сверлению как древесины, так и металла. Ленточная пила. Не могу сказать, что ленточнопильный станок является обязательным в каждой хоббийной мастерской. Без него вполне можно и обойтись. Однако данный станок способен ощутимо помочь вам в отдельно взятых столярных операциях, таких как распуск заготовок по пласте и распиловка круглых бревен небольшого размера. В некоторых операциях ленточная пила бывает незаменима. Различные фигурные резы можно сделать электролобзиком, но вы не получите совершенно перпендикулярной поверхности распила. Я рассматриваю этот инструмент как вспомогательный, но весьма нужный в любой столярной мастерской. Фрезерный станок. Фрезерный станок в заводском исполнении – это редкий экземпляр в любительской столярной мастерской. Чаще всего начинающие и опытные столяры-любители приобретают мощный ручной погружной фрезер и встраивают его в самодельный стол. Такой самодельный фрезерный станок может быть отдельно стоящим, либо совмещенным в одной столешнице с циркулярным станком. Для такого фрезерного стола потребуется изготовить отдельный параллельный упор. Очень большое количество столярных операций можно выполнять на фрезерном столе. Поэтому в современной столярке данный вид оборудования имеет особое значение. На таком станке можно даже выполнять операции по созданию базовых поверхностей вместо фуговального станка. Но все же лучше иметь отдельный станок для каждого вида столярных работ. Шлифовальный станок. Работу по шлифованию деревянных деталей очень удобно выполнять на шлифовальном станке. Такие станки часто делают комбинированными, соединяя в одном агрегате шлифовальную ленту и абразивный круг, тарелку. Существуют и отдельные ленточные или тарельчатые шлифовальные станки, но они не получили широкого распространения в хоббийных мастерских.
Очень часто мастера приспосабливают ручную ленточную шлифовальную машину для подобных работ, приладив к ней регулируемый упор и закрепив на верстаке. Тарельчатую шлифмашину очень легко смастерить самостоятельно из старого электродвигателя, от стиральной машины, например, и обычной фанеры. К сожалению, я так и не удосужился до сих пор купить или смастерить для себя шлифовальный станок и шлифую ручной эксцентриковой шлифовальной машинкой, руками. Ручной электроинструмент. Независимо от наличия тех или иных станков в вашей мастерской, минимальный комплект ручного электроинструмента приобретается в первую очередь. Вот список того, что вам потребуется в любом случае и при любых финансовых раскладах. Марка и модель по вашему усмотрению. Шуруповерт, электродрель, электролобзик, эксцентриковая шлифмашинка, кромочный фрезер. Еще было бы неплохо обзавестись строительным пылесосом и фильтром циклонного типа. В идеале нужен нормальный стружкоотсос, но из-за их стоимости многие столяры, подобные мне, оставляют эту покупку на самое последнее место. Возможно, я что-то важное упустил в своем кратком обзоре. Если это так, то прошу поправить меня в комментариях. Большое вам спасибо за внимание к моему каналу. Подписывайтесь и не пропускайте полезную информацию. Всем добра!